Коллекционирование держится на 3 китах. Инстинкт охотника – найти, купить, поменять. Инстинкт исследователя – провинанс, кто автор, где сделали. Инстинкт похвальбушника. Так считает коллекционер Александр Добровинский. И мы сегодня исследователи. Изучали историю легендарной кобальтовой сетки ЛФЗ, которую знают и любят во всем мире. И хотим рассказать вам. Устраивайтесь поудобнее, это будет увлекательный рассказ. Да, и не забудьте подписаться, нам осталось совсем немного до 1000. И ваша подписка может быть решающей. ЛФЗ или Ломоносов, как любя называют его европейцы. Это же понятно на всех языках. Вот этот сервиз, кобальтовая сетка, еле успели снять на видео в Варшаве. Паня купила легко и быстро за 1000 евро и была очень довольна. Как же появился этот всеми любимый декор? Придумала его художница Анна Адамовна Яцкевич. Талантливая, красивая и очень смелая женщина. Работала на заводе 20 лет, с 1932 по 1952 год. И именно Анна Яцкевич создала в 1936 году рисунок логотипа ЛФЗ, который и стал наноситься на донышке всех выпускаемых предметов. А вы сразу вспомнили этот логотип? В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, завод, музейная коллекция и часть сотрудников были эвакуированы из Ленинграда в далекий Ирбит. Некоторые заводские художники остались в блокадном городе, среди них и Анна Яцкевич. В годы войны художница камуфлировала корабли, прижавшиеся к Невской набережной у завода, запасом фарфоровых красок. В 1944 году Анна Адамовна Яцкевич была награждена орденом Красной Звезды. После снятия блокады в 1944 году фарфоровый завод начинал мирную жизнь. И как раз летом 1944 года планировалось отметить 200-летие со дня основания завода. Главный художник Николай Михайлович Суетин обратился к коллегам с призывом создать произведение к этому знаменательному событию. Именно тогда Анна Адамовна Яцкевич создала декор, впоследствии ставший легендарным. Сначала сетка была золотой, но художнице не понравилось, как смотрится золото, и она изменила цвет на кобальт. Форма тюльпан, созданный в 1936 году скульптором Серафимой Евгеньевной Яковлевой. Первую пробу художница сделала кобальтовым карандашом. В то время на заводе возникла идея использовать так называемый кобальтовый карандаш, где стержнем был не грифель, а фарфоровая краска синего цвета. Художникам завода карандаш не понравился. Только Анна Яцкевич решила попробовать новинку. Но карандаш не сработал так, как хотела художница. Краска ложилась неровно, не получалось провести равномерные цветные линии. И карандаш был заменен на кисть. Предметы, расписанные кобальтом, дополненные элементами, выполненными порошковым золотом с цировкой. Это усиливает глубину кобальта на контрасте с белизной фарфора. В ноябре 1944 года Анна Яцкевич закончила работу над сервизом «Кобальтовая сеточка» на форме Серафимы Яковлевой «Тюльпан». Первоначально художница расписала 5 предметов: чайник, сахарница, сливочник, чашка с блюдцем.
изящный синий-золотой орнамент на белом фоне. Первый сервиз был подарен директору завода Иосифу Моисеевичу Лейбману. По информации из интернета, первый авторский сервиз сейчас хранится в Музее фарфора Императорского фарфорового завода. С 1950 года сервиз тиражируется на заводе. Внедрение в производство и массовый выпуск потребовали технологической доработки. На форму сервиза нанесены желобки, которые помогают вести линии точно, что ускоряет процесс росписи. Золотые жучки, фестончатые отводки, стилизованные цветочные орнаменты на носиках и ручках стали наноситься глянцевым золотом. Декор стал контрастнее и наряднее авторского образца. Потребовалось 5 лет труда технологов и мастеров завода, чтобы преодолеть все технологические проблемы и тонкости подглазурной росписи кобальтом. Впервые после войны в 1958 году в Брюсселе состоялась всемирная выставка Экспо-58. СССР принимал в нем участие, занимая целый павильон. Конечно, одним из предприятий страны был представлен и Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова. Изделия завода вызвали на выставке огромный интерес и были удостоены высоких наград. За гармоничное сочетание формы и росписи, простое и образное решение сервиз «Кобальтовая сетка» был удостоен золотой медали выставки. Это была огромная неожиданность, потому что, в отличие от других экспонатов выставки, сервиз не создавался специально для нее, а был в ассортименте завода уже около 10 лет. Это был пример классической фарфоровой продукции ЛФЗ. А видите, получил золотую медаль выставки. И знаете, для многих европейцев до сих пор Ломоносов равно кобальтовая сетка. Самый любимый и самый узнаваемый узор. До сих пор неизвестно, что же вдохновило Анну Яцкевич на создание этого легендарного узора. Одни источники говорят, что сетка – это ассоциация с блокадой Ленинграда. Во время Второй мировой войны бумажными лентами заклеивали окна крест-накрест, чтобы стекла не трескались, не вылетали от бомбежек. А другие источники утверждают, что это аллегория перекрестного света прожекторов противовоздушной обороны Ленинграда, а золотые мушки и жучки на нем – это всполохи разрывов зенитных снарядов. Есть даже совсем экзотические предположения. Яцкевич и Коновалова, начальник цеха завода, ходили на Неву зимой за водой и ломами пробивали проруби, а сноп льдинок, вылетавшие из-под лома и яркое солнце в морозный день, и легли в основу росписи. А как вам кажется, чем вдохновлялась Анна Яцкевич, когда создавала кобальтовую сетку? Пишите в комментариях, нам очень интересно ваше мнение. Давайте общаться. Возможно, вдохновением стал сервиз Венской фарфоровой мануфактуры, который хранился в фондах заводского музея. А может быть, роспись знаменитого собственного сервиза, так он называется, созданного отцом русского фарфора Дмитрием Ивановичем Виноградовым в 1750-х годах. Возможно, именно его рельефная золоченая сетка с пурпурными незабудками на пересечении линий послужила прообразом для создания кобальтовой росписи. А мы обратили внимание
на интересный факт. И в собственном сервизе, и в кобальтовой сетке есть элементы так называемой трильяжной сетки. Это одно из самых ярких и узнаваемых орнаментов стиля рококо. Трильяжная сетка или решетка от французского трильяж, простите за мой французский, что означало павильон или беседка для вьющихся растений, как правило, роз. Такие сооружения были неотъемлемой частью французских регулярных парков Версаля, чуть позднее Сан-Суси и Петергофа. Мотивы трильяжа помещали на тканях, мебели, посуде. Проще говоря, трильяж – это орнамент в виде косой сетки, украшенный мелкими розетками. Посмотрите на блюде из собственного сервиза. Сетка с пурпурными незабудками на пересечении линий, а на блюдце кобальтовой сетки сетка с золотыми жучками на пересечении линий. Получается, фактически эти роскошные декоры – художественные образы ассоциации с трильяжной сеткой. Вот такое наше наблюдение. У нас есть кофейные пары с декором кобальтовая сетка объемом 140 мл. Красное клеймо Made in Russia – это 1991-92 годы, экспортный вариант. Легчайший, миниатюрный, одно удовольствие наслаждаться кофе в такой изящной чашечке. И даже если сейчас сложно установить, чем же вдохновлялась Анна Яцкевич при создании кобальтовой сетки, гениальность автора в том, что из всего увиденного и пережитого родилась идея узора, который покорил весь мир. И до сих пор кобальтовая сетка – это визитная карточка теперь уже императорского фарфорового завода, как теперь называется, ЛФЗ. Кобальтовая сетка украшает более 100 различных изделий различных форм завода. И это не только форма тюльпан, а еще и молодежная волна и другие. Скульпторы придумывают новые формы, которые затем тоже украшает кобальтовая сетка. А нас заинтересовал вот такой предмет. Как вы думаете, что это? Это икорница. В маленькую чашку насыпается икра, а вокруг лед для охлаждения. И так подается к столу. Все логично. Автор формы – Даниил Филипенко. Выпуск изделия начался в 2012 году. Объем 65 мл. Высота 12 см, диаметр 16 см. Форма называется Каспийская. Действительно, в рыбе легко узнается осетр. Получается, это для любителей черной икры? А как быть тем, кто любит красную? Представлять вместо осетра лосося? Как вам наше исследование? Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Ждем только вас в этом увлекательном путешествии с легендарным узором ЛФЗ или Ломоносов, как любя называют фабрику европейцы. Мы использовали собственные материалы и материалы, взятые из открытых источников в интернете. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в огромном океане фарфора Европы. Пока!